Итак, это снова Илья и мой канал Антимрак. Сегодня поговорим о том, что основой общества потребления является торговля образами. На самом деле, представление об образе потребителя прививается человеку самой массовой культурой, и представление о том, что такое красиво и некрасиво, допустимо и недопустимо, человек тоже получает от нее. Психология как идеальный фейк общества потребления. Психология, допустим, является примером, эталоном фейка общества потребления в том смысле, что психологические услуги становятся востребованными со стороны людей, которые не понимают, в чем заключается предмет оказанной им услуги. Сама информационная психологическая среда внушает этим людям идею о некоем образе человека, которым может стать каждый, кто воспользуется этими психологическими услугами. То есть сама психология как сфера услуг является уникальным случаем, когда отсутствие предмета воздействия является не тормозом к пользованию этими услугами, а наоборот, самым основным побудительным стимулом со стороны потребителя. То есть потребителю внушается важность идеи о некоем сверхчеловеке, суть которого заключается в максимальной оптимизации сфер своей жизни под некие стандарты. Правда, не говорится, в чем эти стандарты заключаются. И потребитель уже как будто бы видит в так называемом психологе авторитета, независимо от того, кем он является на самом деле. Средства массовой информации воздействуют на потребителя таким образом, чтобы идеологические инъекции осуществлялись бы в его мозги таким образом, чтобы он был максимально расслаблен, чтобы он отвлекся от реальности при помощи идей какого-нибудь австрийского сказочника Фрейда. То есть сама по себе психология как информационная индустрия транслирует обывателю-потребителю идею о том, что он изначально какой-то неправильный, и для того, чтобы стать правильным, он должен потреблять это психологическое информационное пойло якобы для какого-то своего же блага. Причем это делается так, чтобы потребитель изначально воспринимал бы эту индустрию как нечто неподлежащее критической оценке мышления. Но специфика такого воздействия на потребителя информационных психологических услуг заключается не столько в злом их намерении, сколько в нужде самого потребителя воспользоваться некими декоративными теориями, лишь бы не думать самостоятельно. У потребителя есть нужда тешить себя иллюзорным взглядом на свою реальность, который бы уводил его от настоящих причин своего положения. Он хочет тратить свое время, силы и деньги на то, чтобы не разбираться в своих мотивах, потому что для этого нужны усилия и мужество. Почему информационный бизнес со становлением интернета общедоступным приобрел невиданный масштаб? Информационный бизнес со становлением интернета общедоступным приобрел невиданный масштаб. Просто в силу самой структуры интернета как всемирной цифровой сети. Человек может окунаться в этот мировой информационный океан для поиска конкретной информации, но по причине того, что информация в интернете представлена в виде множества ссылок с картинками и привлекательными заголовками, он может переходить по этим ссылкам и смотреть эту информацию, абсолютно не планировав этого делать. У потребителя срабатывает что-то вроде эффекта, который бывает у покупателя, зашедшего в магазин. Его глаза разбегаются на обилие разнообразного, яркого и красочного товара, лежащего на витринах. Но в случае с информационным бизнесом, то есть с психологическими услугами, есть одна особенность. Это отсутствие товара и отсутствие услуги как таковой. То есть потребитель психологических информационных услуг приходит к психологу ни с чем и уходит ни с чем, хотя есть гарантия того, что он лишится собственных денег, не получая взамен ничего конкретного, реального. Почему инфобизнес становится востребованным со стороны потребителей его информационных продуктов?
Информационный инфобизнес, одной из разновидностей которого является та же самая психология, являются крайне востребованными среди потребительского большинства. Индустрия психологического инфобизнеса со становлением интернета общедоступным была обязана стать пристанищем для потребителей его бессмысленных продуктов. Информационная основа этой психологической бизнес-индустрии заключается в торговле образом, представленной потребителю идеи сверхчеловека. Психология продает именно образ такого человека просто потому, что people, что называется, хавает. Народу нужна эта дешевая жвачка, лишь бы уйти от своей реальности, потому что она наскучила ему по причине того, что представители этого народа не видят причины своего бедственного положения, свою же обыденность, которую они, сами того не замечая, посвящают служению идеологическому культу. Потребитель информационных продуктов. Я не отрицаю того, что есть информационные продукты, которые обучают чему-либо реальному, например, продукты, обучающие пользованию компьютерными программами, интернетом, строительству, сайтостроению, рисованию, программированию и так далее. И как будто бы незаметно для всех так называемая психология заняла место некой якобы науки, никакого отношения на самом деле к ней не имеющая. И с момента становления интернета общедоступным эти нелепые существа, так называемые психологи, перебрались из арендованных полуподвальных помещений с советским ремонтом на экраны компьютеров пользователей, вещая оттуда на многомиллионную аудиторию. И обыватель, будучи существом неотягощенным способностью видеть за формой того или иного явления его сущность, принимает эту форму за саму сущность. Психологические услуги, как в чистом виде фикция общества потребления, снискала себе небывалый спрос с момента становления интернета общедоступным. Именно сочетание массовости интернета и склонность человека к магическому мышлению поставили психологический инфобизнес на вершину самых прибыльных бизнес-ниш. Как это называется в среде бизнеса, да. И склонность человека верить в то, что гроза является следствием проделок злых духов, никуда не делась, она просто сменила свою форму. Теперь на место колдунов, борющихся с плохой погодой при помощи магических ритуалов, встали люди в деловых костюмах, изображающие серьезность своей деятельности, ссылающиеся на некие теории только потому, что считают неких основоположников психологического инфобизнеса вроде Карла Густава Фрейда и Зигмунда Ивановича Юнга великими научными авторитетами. Собственно, для инфопотребителя, что называется, заходят такие теории вроде полового влечения детей к своим родителям, только потому, что инфопотребителю кажется это чем-то красивым и загадочным, несмотря на то, что подобные фантазийные теории к реальности никакого отношения не имеют и ничем не доказываются. Реальность психологического инфопотребителя – это потребление как смысл жизни. Реальность психологического инфопотребителя – это потребление информации, становящейся самим смыслом жизни. То есть тот же самый психологический инфобизнес зародился просто как ответ на потребность человека в оправдании своего магического мышления, своей потребности объяснять то, что происходит с ним, загадочными, красиво звучащими причинами, но не рассмотрение происходящего с ним с точки зрения его собственных действий или бездействий. Потребитель хочет видеть подтверждение идеи о своей уникальности с позиции представителя лженауки, которого он, конечно же, желает представлять научным светилом, который на самом деле имеет к науке
не имеет к науке никакого отношения, но этот факт не смущает инфопотребителя, потому что ему нужно красивое объяснение, соответствующее его магическому мышлению, носителем которого раньше были люди, считавшие, что гроза и неурожаи являются божьей карой. Но так называемые клиенты сегодняшних инфобизнесменов, то есть психологов, это все те же самые люди, которые раньше верили в божью кару. Предоставление психологических информационных услуг – это ответ на потребность в том, что так называемый клиент хочет услышать, потому что психологические услуги – это не экспертная область, и это даже не область знаний, которые основаны на понимании закономерностей в том или ином проявлении явлений. Психолог – это не специалист, не ученый, равно как и поп, шаман или колдун, которые раньше были авторитетами для обывателя. Психологи просто пришли им на смену в новом якобы научном образе. К ним приходят так же, как раньше приходили к попам, шаманам, колдунам и гадалкам, только в случае с современными инфобизнесменами-психологами дела обстоят куда хуже, в том смысле, что интернет, став общедоступным, способствовал распространению этого психологическо-религиозного невежества. Раньше обыватель жил в идеологической религиозной клоаке без доступа к информации. Сейчас вроде как появилась свобода информации, но обыватель продолжает жить, потребляя информацию гигабайтами, но подобным потреблением он все больше увязает в той же идеологической и религиозной клоаке. То есть идеология и религия, как ее инструмент, никуда не делись, они просто сменили свои формы. Вместо шаманов и колдунов информационными властителями душ стала психологическая шушера.